Всем привет! В сегодняшнем видео без лишних слов будет эстетический педикюр. На первый взгляд кажется, что здесь очень много работы. И действительно это так. Но в ней нет ничего сложного. И сейчас я вам это докажу. Педикюра бояться не стоит. Итак, начинаем педикюр на пальчиках со снятия старого материала. Движения насадки должны быть полные и с одинаковым давлением на ноготь. Если же давление разной интенсивности, получаются вот такие ямки. И это может привести к перепилам. Делаем полные движения с одинаковым давлением. Также в педикюре очень важным моментом является полное снятие всего искусственного материала. Почему? Все очень просто. Дело в том, что на ногах проблемы с ногтями встречаются намного чаще. Причин тому много. Несвоевременная коррекция, неудобная давящая обувь, неправильное подстригание ногтей, ну и кучу еще всяких причин. Поэтому нам и необходимо снять материал полностью, чтобы увидеть состояние натурального ногтя и избавиться от проблемы, а не перекрыть все гель-лаком. Далее снятие пройдет еще быстрее, так как остальные ноготульки совсем маленького крохотного размера. Если вы еще не совсем уверенно работаете техникой аппаратного снятия искусственного материала, насадку для снятия возьмите мягче, например, красную или синюю. Избавляться от старого материала на ногах намного легче, нежели на руках, а все потому, что здесь покрытие супер тонкое и нет никакого выравнивания и дополнительных объемов материала. После снятия необходимо провести тщательный осмотр ногтей, и если нет никаких проблем, продолжаем работу. Теперь необходимо избавиться от длины. Здесь главное сделать правильный ровный срез. Убираем длину щипчиками. Во время среза придерживайте ноготок пальчиком, дабы ноготь не отлетел в глаз ни вам, ни клиенту. Срез должен быть ровный, прямой, без закругленностей. Также нежелательно оставлять длину на ногтях ног. После пилочкой зашлифовываю и выравниваю торец ногтя. При педикюре используются более жесткие пилочки с абразивностью 120, 100 или 80 грит. Пилочкой мы также не закругляем углы ногтя. Уголок можно лишь слегка смягчить, чтобы он не кололся. А теперь приступим к работе со всеми сухостями, омазолелостями. Беру размягчающее средство ремувер и наношу объемную капельку. Далее с помощью апельсиновой палочки распределяю средство на околоногтевую кожу. Оставляю на 1-2 минутки, в это время работаю с соседней ножкой. По истечению заданного времени на первом пальце вытираю излишки ремувера. С помощью кюретки или педикюрной ложечки вычищаю подногтевые мозоли и всю малосимпатичную грязюку. Также во время этого процесса проверяем, нет ли вросших ногтей. Не всегда клиент испытывает боль, но это все до поры до времени, поэтому тщательно проверяем, нет ли вросших уголков, свободно ли проходит инструмент в зоне предполагаемых вросших уголков. Здесь такой проблемы, на счастье, нет, поэтому далее переходим к работе с кутикулой. Пушером аккуратно отодвигаем и приподнимаем кутикулу. Проработав все ноготки, на первом я срезаю объемную массивную часть кутикулы.
Далее аппаратом подчищаю птеригий, приподнимаю оставшуюся часть кутикулы. Хорошенько прорабатываю птеригий в зоне синусов и также зачищаю сухую кожу боковых валиков. Затем на реверсе раскрываю кутикулу. И так делаю на всех ноготках. После мягкой щеткой убираю пыль. Беру инструмент накожницы. Мне часто пишут в комментариях, что такое инструмент накожницы, если это обычные щипчики. Не знаю, как у вас, а на курсах в Украине такой инструмент называется именно накожницы. От щипчиков он отличается тем, что у него есть выступающая щечка. Таким инструментом срез ногтей не делают, им работают с кутикулой и сухой кожей. Также таким инструментом можно срезать кутикулу и на руках. Теперь с помощью насадки «Синий шар» я делаю срез оставшейся части кутикулы и также зашлифовываю срез на боковых валиках. А знаете ли вы, чем отличается эстетический педикюр от подологического? Если нет, напишите в комментариях, и я постараюсь снять для вас достойное подробное видео. Далее, перед покрытием необходимо зашлифовать поверхность ногтя. В педикюре достаточно будет пройтись бафиком. Убираем пыль. Протираем ноготки клинсером или спиртом. Далее на ногти наносим праймер. В педикюре я отдаю предпочтение кислотному праймеру, так как у большинства клиенток ноги склонны к гипергидрозу, то есть повышенной влажности. После наношу базу на основную часть ногтевой пластины. Кисть с базой я не довожу до кутикулы и до боковых валиков приблизительно 2-3 мм, чтобы избежать затеков. А затем беру сухую кисть-волосок и помогаю завести материал вплотную к коже, главное без затеков. Далее, не делая никакого выравнивания, отправляем ногти сушиться в лампу. Беру обалденный гель-лак фирмы СНДСЕ номер 35. Вы только посмотрите, насколько плотно и сочно ложится цвет в один слой. И цена такого гель-лака просто смешная. Ссылку я скину в описании под видео. Покрываем основную часть ногтевой пластины сразу на всех ноготках. Затем снова беру сухую кисть-волосок и помогаю прокрасить цветом близь к коже. Так делаю на 5 пальчиках.
Ногти в лампе не сушим, так как цвет ложится довольно плотно и мне достаточно одного слоя. После того, как я плотно прокрасила цветом около кожи, я вновь беру кисть от гель-лака и вновь как бы прокрашиваю ноготок, чтобы цвет выровнялся и не было никаких проплешин и полосок. А уже далее сушу ноготь в лампе. Беру мой любимый глянцевый топ, который действительно в процессе носки абсолютно не затирается. Им покрываю все ноготки и сушу в лампе. Завершающий момент – это масло для кутикулы, которым я промазываю кожу вокруг ногтей. При педикюре я люблю использовать масло, которое при засыхании оставляет не жирный блеск, а тоненькую пленочку, которая защищает свежесрезанную кожу от попаданий всяких бяг. Сразу сухой салфеточкой протираю ноготки, убирая остатки масла, чтобы ногти блестели так, как надо. И теперь смотрим, что же получилось. А получились ухоженные, приятные ножки. Ножки, которые можно просто целовать. А всего час назад ноги выглядели так. Но теперь это в прошлом. Сейчас новый, свежий, яркий педикюр. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и дизлайки. Дальше больше. Пока-пока.